В качестве моего предисловия я хочу коснуться двух вопросов. Это касается, бегло будем проходить исламскую революцию в Иране. Естественно, американцы для господства в нашей стране использовали до революции 3 основных политических приема. Уничтожение религиозных ценностей и моральных принципов, постоянное принижение и отрицание исламской цивилизации и культуры, а также потенциала нашей страны, поддерживание состояния отсталости нашей страны с целью еще большего подчинения себе. Они думали, что разрушат эти инфраструктуры нашего государства и таким образом уже будут господствовать над нашим народом. Наш народ, естественно, не стал этого терпеть, и 11 февраля исламская революция в Иране вступит в 34-й год своего существования. Но мы в процессе этой революции потеряли 100 тысяч неповинных людей, гибли неповинных людей. Естественно, независимо от всех угроз, от всех происков, которые они имели в течение этих 33 лет, наша страна продвигалась вперед. На прошлой неделе уже был запущен 3-й иранский спутник, и этот спутник уже находится в орбите на установленной точке. А также мы представили на продажу 8 наименований новых биотехнологических препаратов. Только некоторые государства производят эти препараты, не более 7-8 государств производят. И поэтому, естественно, Исламская Республика Иран, сохранив свои принципы и свои установки, продвигается вперед. И поэтому мы считаем, что Исламская Республика Иран сегодня является провозвестником справедливости и борьбы против насилия во всем мире. Но второй момент, который я хотел вам сказать, это то, что получен сигнал об опасности всего человечества. Но, как мы уже видели, поражение Америки в Египте, в Тунисе, в Йемене, и исламские страны одна за другой восстают, и эти поражения уже снижают авторитет Соединенных Штатов Америки во всем мире. Поэтому мы сейчас видим, что Соединенные Штаты Америки прибегают к неправильным установкам, неправильным методам и порой опасным. Это началось с того времени, когда они сбили наш пассажирский самолет над Персидским заливом, и после этого, в процессе этого инцидента погибли 270 человек, женщин, детей и мужчин. А потом после этого наградили командира корабля медалью за храбрость. Но сегодня американцы говорят о том, что Россия и Китай в ответе за те крови, которые проливаются в Сирии. В то время, когда они должны быть в ответе за гибели сотни тысяч невинных, ни в чем не повинных людей в Ираке и в Афганистане. Почему не судят тех людей, которые утверждали о том, что в Ираке имеется оружие массового поражения? Где они? Не надо забывать о том, что западные страны получили разрешение на полет над частью Ливии, а потом это уже стало для них вмешательство во внутреннее для Ливии и вводом контингентов и уничтожение инфраструктур этой страны. Мы считаем, что Америка и НАТО должны быть в ответе за эти преступления. Мы считаем, что это сторона, которая уже не признает элементарных прав палестинского народа, и они поддерживают российский режим, оккупировавший палестинскую территорию, естественно, должны быть осуждены.
Они должны быть в ответе, почему пользуются международные организации в качестве своих политических инструментов. И почему они своими неправильными действиями и ошибочными установками дискредитируют Совет Безопасности и Организацию Объединенных Наций. Сегодня они хотят вмешаться в дела Сирии, поскольку правительство этой страны не подчиняется их приказам. И они хотят при помощи денег и оружия принести в Сирию демократию, в кавычках. Как раз это при помощи тех стран, в которых вообще не проводятся никакие выборы. И поэтому мы считаем, что это Соединенные Штаты Америки, которые должны быть в ответе за пролитие крови в Сирии. Естественно, если другие страны позволят этому раненому леопарду творить все, что они пожелают, они приведут мир к войне и уничтожению. И, естественно, это уже путь к кровопролитию, путь к войне. И поэтому надо предотвратить эти тенденции. Я не считаю, что никакой агрессии грозит Сирии, потому что уже там в Сирии проводятся уже разумные реформы, а также это во многом тоже это имеет и здесь тоже место, очень взвешенный подход Российской Федерации, а также и Китая по отношению к сирийским вопросам. Я не думаю, что какая-нибудь агрессия будет. Но, к счастью, Россия доказала о том, что наш мир не однополярен, и нельзя подчиняться единой воле Соединенных Штатов Америки. Ну, как встречали уважаемый сирийский народ, как встречал уважаемого господина Лаврова, это говорит о том, что Сирия, сирийский народ поддерживает, одобряет позицию Российской Федерации. И поэтому я полагаю, если мы не попадем под влиянием западной пропаганды, то ситуация в Сирии уже нормализуется и в эту сторону, в сторону нормализации движется. Не надо забывать о том, что те страны обвиняют Иран в создании ядерного оружия или военной составляющей в его атомной программе, которые у них колоссальные арсеналы ядерного оружия. И причем они были, то есть, единственными, которые в человеческой жизни пользовались ядерным оружием. И их преступления происходят по всему миру, от Дальнего Востока до Африки и даже внутри Америки. То те преступления, которые они совершали против индейцев. Но здесь только, как говорится, история и предлог иногда меняются. Предлоги меняются. Они напали на Вьетнам для борьбы против коммунизма. В Афганистан нападают для борьбы, так сказать, против терроризма. Нападают в Ирак для нахождения оружия массового поражения, которых вообще нет. Это сказка была сказкой. И нападают на Ливию для развития демократии, в кавычках. Мы открытым текстом объявили о том, что мы не преследуем никакой войны, мы не сторонники войны. И неоднократно говорили о том, что ядерное оружие никакого места в нашей оборонной доктрине не имеет. Наша оборонная доктрина – это народное сопротивление. Мы показали это народное противостояние во время то есть войны, навязанной Ираком против Ирана. Мы считаем, что мощь сплоченного народа сильнее всякого ядерного оружия.